Поехали. На велосипеде я катаюсь, можно сказать, всю жизнь. Вот. Вот на этом лет 20 уже. Ну, где я живу, на лесоперевалке, там везде на нем удобно. 10-15 минут или в любой точке. Что-то можно загрузить, что-то можно перевести мелочь туда-сюда. Вот поэтому велосипед приобрел. Вот ему уже лет, наверное, 50. Не знаю, чуть побольше. Первый велосипед даже не дамский был, а вот такой был, только с рамой. Вот такая рама была. И мы пацанами вот так катались под рамой. Чик-чик-чик-чик. Вот. Как-то так. И так, а с больших и начинал сразу, и все. Очень удобно. В любую точку здесь на перевалке жик-жик, ни машины заводить, ничего. Ну, вот обычно я лодку на нем таскаю. Прицепил уголок, на нем лодка лежит. И вот до этого места доезжая от дома, тут рядом 3 минуты. И внучку он в садик туда возил на лодке. Туда-обратно и все. А велосипед летом прям удобная вещь. Но я-то часто и зимой катаюсь на нем. Езжу в магазин, допустим, для собачек там покупать там всякую еду там тудым-сюдым. Ну, в город я редко выезжаю, но тоже так недалеко, километров может быть за 5, 7 там. Ну, в принципе, вдоль края дороги соблюдаю все правила, еду и все нормально. Ни разу не было ни остановок, никто меня не останавливал. И все нормально, вот как-то так, но редко. Я использую велосипед для собственного удовольствия преимущественно. Катаюсь на нем по городу, за городом, по всяческим турам. Ну и изредка в качестве транспортного средства, когда нужно какие-то мелкие дела по городу поделать. Но опять же его нигде снаружи не оставишь. Страшно пристегивать. Поэтому так, чтобы долго не бросать. Я села на велосипед, ну, наверное, году в 13-м. Я купила свой первый велосипед. А основательно кататься я стала с 15-го года, когда познакомилась с местным велоклубом и пошло-поехало. Ну, собственно, первые вот годы я ездила на МТБ велосипеде. Это были в основном загородные покатушки по полям, по лесам. 2 года назад, в начале прошлого сезона, я купила себе гравийный велосипед, открыла для себя еще и асфальт. И поэтому, ну, этот сезон, этот год преимущественно только по асфальту ездила. По асфальту можно ездить быстро. Не то чтобы я прям фанат слишком быстрой езды, но это все равно какой-то такой адреналинчик. На МТБ это больше красивые виды, размеренная езда, пейзажи, общение. Последние вот 2 года скорее больше нравится асфальт, но это просто такой перекос в сторону чего-то нового. Я думаю, что оно стабилизируется, и рано или поздно я буду 50 на 50 кататься МТБ и асфальт. Я думаю, что мое увлечение велосипедами началось, как и у многих, в детском, в подростковом возрасте. Я где-то в деревеньке увидел у папы большой здоровенный Урал, и он заметил, сказал: «Сынок, ты хочешь проехаться, прокатиться на нем?» Я сказал: «Да, конечно». И тогда я совершил свою первую велосипедную поездку. Она была небольшой, со спуска, и я, конечно же, упал в кусты крапивы. Это была поучительная поездка, но самое главное, что она мне понравилась. И именно в этот момент я понял, что я люблю велосипеды, и я хочу на них кататься. Со временем мама купила мне горный велосипед. У меня, как и у многих детей в моем дворе, была Кама. Я пришел в мастерскую, потому что хотел для доставок использовать что-то новенькое, потому что на велосипеде по 12-13 часов каждый день не накатаешься. Решил попробовать на электровелосипеде. Мы с моей командой, если их так можно назвать, собрали велосипед буквально за 1,5 месяца. Собрали электрику, все буквально по частям, с разных мест, с разных стран приходило, что-то из Китая, что-то там из других близлежащих стран. В общем, мы собрали, результат меня удивил, понравилась скорость, что не нужно крутить педали, просто элементарно нажал ручку газа и помчал. Для доставок это очень удобно, но
обслуживание таких велосипедов дорогостоящее, поэтому чаще всего я, наверное, катаюсь на обычном велосипеде и предпочитаю его, потому что ты полностью контролируешь все. Скорость, конечно, чуточку меньше, чем на электровелосипеде, но ты чувствуешь каждый сантиметр, который под тобой, каждый вираж, и это более маневренная вещь, нежели электровелосипед. Изначально мне в детстве бабушка подарила велосипед. Мне было всего 3 годика, я еще ходить тогда не умел на тот момент, но уже катался, какие-то были, ну, видно, предпосылки, что я хочу именно кататься. В общем, катаюсь на велосипедах я с детства и перепробовал очень огромное количество велосипедов и остановился на 8 велосипедах, которые мне подходят. Это примерно двухподвесы и хардтейлы в основном. То есть какие-то помягче, какие-то на дальняк покататься. Вот, на таких велосипедах мне и нравится кататься по городу. Вот отмечу, что я сейчас на данном велосипеде, это у меня двухподвес, у него хода подвески 200 на 200 миллиметров, это очень мягкий велосипед, что позволяет мне беспрепятственно там перепрыгнуть какое-то препятствие, резко по ступенькам. То есть вот такие препятствия мне вообще только в кайф. Мне вот нравится со ступенек слететь, там еще какое-то препятствие, мне вообще все круто. В Новосибирске развивается инфраструктура, в том числе для велосипедистов. Я этому очень рад, потому что среди молодежи очень много поклонников современных велосипедов, BMX, маунтинбайк, трековых и всевозможных городских видов велосипедов. Существует федерация официальная, спортивная, куда входит, если не ошибаюсь, порядка 1500 человек. Это профессиональные спортсмены, либо те, кто стремится ими стать. Но все же большая часть новосибирцев любят и предпочитают велосипед, когда ты без машины, когда ты хочешь получить наслаждение от передвижения, от красивых видов и просто покататься по городу, либо лучше за городом. Конечно же, большое сообщество «Привет, велосипед», которое нам знакомо очень давно, и мы делали управление молодежной политики, раньше комитет по делам молодежи, несколько совместных мероприятий, когда велосипедисты у нас были в центре внимания. Это очень хорошо, когда общественники привлекают внимание к развитию какого-либо транспорта в конкретном виде. Это велосипед. Сейчас очень много делается для того, чтобы развивалась инфраструктура. В первую очередь это в парках, в скверах города Новосибирска. И когда мы видим, наши жители голосуют, по большей части им интересно, чтобы в новых инфраструктурных решениях были именно изменения в части появления велодорожек, спортивных объектов и новые парки, скверы, Михайловская набережная, парк Арена, проектируемые парки, Каменка в Первомайском сквере, в Зальцовском парке, они как раз предполагают развитие инфраструктуры для того, чтобы все любители велосипедов могли проявить себя, могли покататься спокойно с семьями, и старшее поколение, и молодое. Но велоинфраструктура, конечно же, недостаточно развита, на это есть ряд причин. Это общая застройка города, да, которая подразумевает большое количество рекламных конструкций, большое количество опор освещения, которые не предполагают такого быстрого внедрения инфраструктурных решений в городскую среду. Приятно, что город меняется в лучшую сторону, и, соответственно, появляется инфраструктура для различных комьюнити, в том числе для людей, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности. Причем различными средствами. Помимо велосипедов у нас еще существуют электросамокаты, моноколеса и различные гироскутеры, которыми пользуется молодежь, в том числе и студенты Института искусств приезжают сюда. Вот для этого мы установили велопарковку, вот, которая пользуется действительно популярностью. И мы можем сделать вывод, что средства индивидуальной мобильности действительно набирают обороты. Инфраструктура города меняется гораздо медленнее, чем предпочтения людей. Соответственно, сейчас, в данный момент, на мой взгляд, она не совсем готова к такому большому притоку новых представителей дорожного движения, можно так их назвать. Вот, соответственно, помимо этого, нужно воспитывать в людях культуру определенную. Велосипедом могут пользоваться в любом возрасте, начиная там, лет с 7-8 и кончая уже, пока уже там старость не наступит, уже там не то что ходить там. А так, а что ему? Катайся, докатайся, и в принципе ограничений никаких нету. Он сам, транспорт сам по себе безопасный, аккуратненько ездить и все. Ничего страшного не вижу в этом.
Ну, бывает зимой иногда и шлепнешься в гололед, но это ж мелочи, да, это жизнь, на этом учимся, все. Для меня всегда велосипед был в том числе способом социализации. Все-таки я больше люблю массовые какие-то мероприятия. Групповые покатушки, там, неважно, на большое, на маленькое количество человек, но так или иначе с людьми. Но покататься в одного тоже иногда довольно приятно. Подумать о своем, посмотреть на какие-то вещи столько, сколько мне нужно, а не сколько едет группа. Какие-то пооткрывать новые места. Что-то такое. Велосипед для меня это в первую очередь душа. Та частичка, которая дарит мне эмоции, когда мне грустно, там, одиноко, катаюсь, наслаждаюсь. Вообще, куда угодно могу заехать, везде я буду доволен, счастлив. Кто-то там в пробках стоит, кто-то там где-то грустит. Я кайфую, я еду на байке, наслаждаюсь. Потому что у меня есть вот такой вот красавец. Просто сел, поехал. Велосипед это круто, это здорово, это адреналин, море эмоций. Поэтому стоит сесть, стоит попробовать. Мне кажется, что большинство скажут, что действительно велосипед это стоящая и качественная вещь. Я сам очень люблю велосипед как средство передвижения. Мне очень нравится, когда я передвигаюсь со своими детьми, с супругой, вообще своей семьей, когда мы прибываем на даче. У нас обязательно день начинается с зарядки, и это именно велосипедная прогулка. Я очень люблю, когда можно ускоряться, когда выбирать какие-то сложные маршруты в гору, с горки. Это очень такое дает ощущение из детства, чувство свободы, чувство полета, и очень хорошо это сказывается на общефизическое развитие. Мне кажется, велосипед, как с детства нам прививали, да, это такой дорогой подарок для каждого ребенка, очень ожидаемый. Я всегда с трепетом отношусь к этому железному коню двухколесному. И мне кажется, за велосипедом и настоящее, и будущее, потому что он развивает навыки, общефизическая подготовка, и у нас достаточное количество людей, которые занимаются этими увлекательным видом спорта, либо просто предпочитают прогулки. На самом деле был пользователем велосипеда, вот в детстве, в подростковом возрасте катался на скейтборде, потом долгое время был убежденным автомобилистом. Сейчас я пешеход, причем это мое осознанное совершенно решение. Я сейчас в данный момент ничего не заряжаю, ничего не поднимаю на 5-й этаж, ничего не заправляю, соответственно, для меня это в данный момент свобода. Но есть люди, для которых эта культура очень близка. Прежде всего, люди, которым действительно нужно много передвигаться по городу. Вот. Но, опять же, мы живем в Сибири, и, соответственно, 6 месяцев выпадают практически априори у всех, за исключением какой-то определенной группы, которая пользуется велосипедами постоянно, круглогодично. Это на самом деле не всем доступно, не все это могут, и не всем хватает смелости и здоровья. Поэтому респект тем, кто катается в январе на велосипеде. Вот. И плюс, очень большой плюс, на мой взгляд, развития этой культуры в том, что, во-первых, здоровый образ жизни пропагандируется, и люди все больше пересаживаются с автомобилей на велосипеды, вот, и появляются новые профессии, появляется мобильность не только для тех, кто ездит на велосипедах, а для тех, кто, например, хочет перекусить и, соответственно, вызывает доставку. Вот, соответственно, появляются профессии, в которых задействованы студенты, и студентам тоже это большой плюс, потому что дополнительный заработок, не имея прав, и относительно безопасный. Во время доставок, конечно же, велосипедисты сталкиваются с кое-какими проблемами. Самое главное – это то, что к нам не всегда относятся как к полноценным участникам дорожного движения. Когда ты едешь с людьми по тротуару, люди говорят: ты велосипедист, езжай вместе с машинами. Когда ты едешь вместе с машинами, зачастую автомобилисты говорят, что тебе здесь на дороге не место. Поэтому хотелось бы какого-то понимания и взаимоуважения. В нашем городе хотелось бы побольше велодорожек. На самом деле это проблема не только нашего города, это и вообще многих городов. В принципе, хотелось бы побольше ровных и хороших, качественных дорог. Если касаемо велосипеда и в целом развития движения велосипедистов, то почаще проводить какие-то соревнования, велозаезды, велозабеги. Однозначно в городе стало бы сильно лучше жить, если бы появились велодорожки и вообще какая-нибудь велоинфраструктура, хотя бы нормальные съезды с тротуаров. Предлагаю начать с этого. Покатавшись по той же Москве, посмотрев, как это реализовано в цивилизованном месте, и потом, возвращаясь сюда, понимаешь, что тут еще работать и работать. Понятно, что что-то происходит, где-то эти несчастные бордюрные камни спиливают и становится лучше, но вот
катаясь на тонких колесах, гораздо сильнее ощущаешь дискомфорт от езды по Новосибирску. Возможно, поэтому у нас в городе столько любителей МТБ, потому что просто перемещаться даже по асфальту комфортнее на более суровой резине. У меня нет особых претензий к автомобилистам, скажем так. Я знаю, что многие жалуются на какое-то хамство со стороны водителей. Может, потому что я девочка, может, потому что я довольно аккуратно езжу, но как бы у меня редко бывают какие-то конфликтные ситуации на дороге. В этом плане довольно комфортно. Но знаю, что многие жалуются. В повседневной езде бывают такие сложности, как автомобилисты, которые берут, просто сигналят, там тебя пугают, кошмарят, потому что ты вроде едешь по правилам дорожного движения, там по обочине в правой полосе, все равно тебя пытаются как-то подрезать, тебя вообще выселить с этой полосы, хотя ты едешь правильно. Вот это единственное, что смущает. Ну, еще, наверное, добавлю, что нет как таковых велодорожек, потому что они в основном у нас в парках. Ну, они все равно все закольцованы, и ты далеко по ним не уедешь. А тебе надо добраться от точки А до точки Б, куда-то переместиться. Касательно велоинфраструктуры, хотелось бы, чтобы наш город развивался в лучшую сторону, чтобы на него обратили внимание, ну, наша мэрия, наши чиновники, чтобы они уже поняли, что велосипедистов в нашем городе огромное количество, и мы хотим все передвигаться безопасно. Поэтому мы хотим огромное количество добавить велодорожек, каких-то маршрутов, хороших прям городских маршрутов, чтобы мы добирались в безопасности. Мне кажется, идеальный пример. Это здорово, что мы сейчас начали с зеленых парков, скверов. Но в идеале, как я вижу, как развивается город постепенно, и когда мы достигнем понимания и возможности, самое главное, технической возможности того, чтобы велосипедисты, те, кто любит ролики, скейты, передвигались безопасно по выделенным велодорожкам. Я думаю, что шаг за шагом мы к этому придем. Но это большая работа с инфраструктурными проектами, с дорожным хозяйством. Я думаю, по итогу через несколько лет, десятилетий мы к этому придем. И я рад, что в каждом отдельном районе такие проекты продвигаются. И в скором времени город Новосибирск, конечно же, должна охватить в идеале сеть велодорожек, комфортных, безопасных, длинных, длительных, для того, чтобы наши горожане и гости могли спокойно и в любое время передвигаться на велосипедах, самокатах, скейтах. Все то, что любит наша молодежь, наши дети, наши взрослые. Нельзя просто так взять и построить велодорожки. Нужно воспитывать культуру в людях. Все-таки, наверное, основная проблема – это отсутствие культуры. Человек очень сложно и очень долго привыкает к чему-то новому. И когда на улице массово выезжают велосипедисты, мотоциклисты, люди на электросамокатах, как правило, это весна, остальные люди, пешеходы, автомобилисты зачастую теряются и воспринимают что-то новое, ну или подзабытое, как что-то плохое. И чтобы вот этого избежать, необходимо воспитывать и транслировать регулярно какие-то моменты, связанные именно с культурой поведения на дорогах, чтобы все друг друга уважали, чтобы все друг другу уступали, чтобы все друг другу дарили исключительно положительные эмоции, вот, потому что все-таки передвижение зачастую это достаточно большое времяпрепровождение в принципе. То есть кто-то едет до работы 10 минут, кто-то едет до работы час или полтора. Соответственно, чтобы человек не приезжал на работу уже уставший изначально. Для этого необходимо воспитывать культуру непосредственно самих правил дорожного движения, которые не только для автомобилистов созданы, как мы понимаем, потому что на дороге мы все равны, на дороге каждый все равно должен уважать друг друга, и будучи ты на автомобиле, на мотоцикле или на электросамокате, это по сути никого не должно волновать. Какие слова напутствия я дам новичкам? Вообще ничего не бойтесь. Покупайте велосипед в разумных пределах, потому что самый лучший велосипед, это который он у вас есть. Катайтесь, понимайте для себя, как вы возите физические условия, вот как-то развивайтесь, катайтесь и постепенно модернизируйте свой велосипед. Впоследствии вы уже поймете, какой велосипед вам нужен, когда вы столкнетесь с какими-то поломками, трудностями, где-то там в горку вам будет тяжело заехать, где-то, может быть, вы захотите скатиться агрессивно, где-то тормозов не хватит. В общем, все это модернизируется, покупается. То есть не бойтесь покупать вообще любой велосипед. Его в любое время можно продать или модернизировать. На самом деле ничего страшного нету, просто элементарно сел на велосипед. Это вот как, не знаю, как плавание, как ходьба. Все настолько элементарно и просто, что после первой поездки ты поймешь, что ничего в этом сложного абсолютно нету. Стоит сесть, стоит попробовать. У нас в городе довольно длинный велосезон по моим меркам.
полгода, может, чуть меньше можно кататься. С марта по конец октября, 100%. Как брать его для души, кататься, наслаждаться, так и брать его в качестве транспортного средства. Вполне себе перемещаться из точки А в точку Б, на работу ездить. Ну и плюс достаточно большое велосипедное сообщество. Много единомышленников. Можно найти себе покатушки по душе, компанию какую-то и прекрасно проводить время. Велосипед очень удобная штука. И кому недалеко ездить в пределах 3, 4, 5 даже километров, приобретайте велосипед. Очень удобная штука. Шмык и сразу там, шмык и там, и там, и там, и там, и там. И везде удобно пролезть. Ничего, ни машина, ничего не мешает. Шмык, шмык, шмык и ушел. Вот такие пожелания. Приобретайте и все, и он будет вам служить верой и правдой. Окупится. И все будет хорошо.